Крики прорываются сквозь стены, сотрясают рамы картин, проникают в их черепа. Прошло уже несколько часов. Этот звук не просто наполняет дом, он владеет им. Он проникает в каждый вздох, в каждую мысль, превращая усталость во что-то острое и отчаянное. Это действует им на нервы, истощает их энергию, изматывает их. Эмили расхаживает по детской, покачивая малышку Лили на руках и шепча нежные слова утешения. Руки на лбу бисеринки пота, ничего не помогает. Джейсон прислоняется к дверному косяку, прижимая костяшки пальцев к лбу. Его пальцы подергиваются. То ли он трет глаза, то ли скребет себя по вискам. Он не просто устал, он разваливается на части. Они перепробовали все. Укачивание, кормление, пеленание, колыбельные песни, все приемы, описанные в книге, но плач все равно становится только громче. Личико Лили покраснело от разочарования, крошечные кулачки сжаты, ножки дико дергаются. Эмили вздыхает и переминается с ноги на ногу, пытаясь в очередной раз успокоить дочь. Джейсон проверяет свой телефон. 2:37 утра. «Дай-ка я попробую», — говорит он, делая шаг вперед. Эмили колеблется, не желая отдавать безутешного младенца, но в конце концов она это делает. Джейсон прижимает Лили к груди, мягко покачивая и что-то тихо бормоча. Ее крошечное тельце напрягается. Затем еще один оглушительный вопль. Он сжимает челюсти и на секунду зажмуривает глаза. Позади них, в другом конце комнаты, движется тень. Семейная собака. Она наблюдала, но не рассеянно, как это делают домашние животные, а с неослабевающим вниманием, как будто ждала, как будто знала что-то, чего не знают они. Она часами лежала в углу, насторожив уши при каждом крике, не сводя глаз с Лили. Она не двигается, пока нет, но что-то в ее позе изменилось. Она насторожена, сосредоточена. Родители слишком заняты, чтобы заметить это. Джейсон потирает лоб. «Я не знаю, что еще сделать». Его голос напряжен, в нем слышны разочарование и беспомощность. Эмили вздыхает, потирая уставшие глаза. И тут собака Мэгги встает. Мэгги двигается тихо и целеустремленно. Ее лапы почти не издают звука, когда она приближается к кроватке. Ее голова слегка наклонена, уши подергиваются при каждом резком вдохе плачущего ребенка. Эмили замечает это первой, моргая от усталости и наблюдая за медленными, размеренными шагами Мэгги. Что она делает? Бормочет она хриплым от усталости голосом. Джейсон оглядывается, сдвинув брови. Мэгги никогда раньше так не реагировала на Лили. Она останавливается у самой кроватки, низко пригибается, хвостик неподвижен, не виляет, не напряжен, просто ждет. Лили снова кричит, дико брыкается, ее крошечное личико искажено от разочарования. Родители ожидают, что Мэгги попятится, может быть, даже вздрогнет от шума, но вместо этого она встает на задние лапы. Она осторожно кладет передние лапы на край кроватки, ее нос находится всего в дюйме от извивающегося младенца. Джейсон инстинктивно делает шаг вперед, не зная, стоит ли отстранять ее, но что-то останавливает его. Мэгги не смотрит на них, никак не реагирует на их беспокойство. Все ее внимание сосредоточено на Лили. Затем происходит нечто странное. Ее уши расслабляются, дыхание замедляется, и она начинает мычать. Из ее груди вырывается тихая вибрация, почти музыкальная. Это не рычание, не хныканье, а что-то другое, успокаивающее. Звук разносится по комнате, ровный, глубокий, обдуманный. Родители переглядываются, между ними мелькает замешательство. Они никогда раньше не слышали, чтобы она издавала такой звук. Лили продолжает плакать, трясет кулачками, дрыгает ножками, но Мэгги не двигается. Малышка не двигается. Она остается там, напевая, наблюдая, ожидая. В воздухе повисает гул, низкий и ровный, почти ритмичный. Он вибрирует в кроватке, в пространстве между ними, обволакивая комнату, словно невидимая нить. Крик ребенка прерывается, словно линия разлома, и кота резкий вдох, а затем странная жуткая пауза. По ее крошечному, залитому слезами лицу пробегает тень замешательства, и в этот момент плач прекращается. Тишина оглушает. Слишком внезапная, слишком полная.
Воздух становится тяжелее, словно что-то невидимое только что прошло по комнате. Родители замирают, у них перехватывает дыхание. Эмили прижимает пальцы к губам, наблюдая, как разворачивается невероятное. Джейсон крепче сжимает поручень кроватки, его сердце бешено колотится. Плавающий. Лили, которая кричала, не переставая, теперь лежит неподвижно, не сводя с Мэгги широко раскрытых слезящихся глаз. Она моргает, медленно и тяжело. Ее крошечные кулачки разжимаются, грудь поднимается и опускается при ровном дыхании, а затем, как будто управляемая какой-то невидимой силой, ее веки трепещут, и она засыпает. Джейсон резко выдыхает, моргая, словно только что очнулся ото сна. Ему. Рука Эмили слегка дрожит, когда она протягивает ее, почти боясь нарушить момент. «Это только что произошло?» — шепчет она, едва в состоянии говорить. Джейсон качает головой, не отрывая взгляда от кроватки. «Я не знаю». Мэгги, все еще сидящая на краю кроватки, остается неподвижной. Она не виляет хвостом, не двигается ни на дюйм. Она просто смотрит, наблюдая, защищая, как будто именно это она и собиралась делать с самого начала. Сейчас в комнате слышны только тихое, ровное дыхание Лили и биение сердец родителей. Тишина в комнате кажется почти неестественной, как будто сам воздух затаил дыхание. Эмили осторожно делает шаг вперед, глядя на Лили сверху вниз, почти ожидая, что та зашевелится, снова начнет плакать. Но она этого не делает. Она совершенно неподвижна, ее крошечные пальчики слегка подергиваются во сне. Джейсон с трудом сглатывает. Его взгляд перемещается на Мэгги, которая по-прежнему стоит у кроватки. Ее тело напряжено, но не от страха, не от волнения, а от полной сосредоточенности. Эмили шепчет, что это было ненормально. Джейсон проводит рукой по волосам, резко выдыхая. «Это должно быть совпадение», — бормочет он, но в его голосе нет уверенности. Они стоят там, уставившись на своего ребенка, уставившись на Мэгги, пытаясь осмыслить то, что только что произошло. Гул, мгновенная тишина. Лили встретилась взглядом с Мэгги, как будто все поняла. Дело было не просто в том, что плач прекратился. Он прекратился в тот момент, когда Мэгги издала этот звук. Эмили качает головой, отступая назад, ее сердце бешено колотится. «Попробуй передвинуть ее». Джейсон колеблется, затем осторожно перекладывает Лили в кроватке. Ничего. Она не шевелится. Он кладет руку ей на спину. По-прежнему ничего. Только тихое, ровное дыхание. Мэгги навостряет уши. Она вылезает из кроватки, устраивается на полу рядом с ней и прижимается всем телом к основанию, как мать, оберегающая своего ребенка. Эмили трясущимися руками достает телефон и открывает поисковую строку. Могут ли собаки успокоить плачущих младенцев? Появляются десятки результатов, истории о собаках, утешающих младенцев, о том, как домашние животные реагируют на беду, о необъяснимых связях, но ничего об этом, ничего о звуках, настолько успокаивающих, что они могут мгновенно заставить ребенка замолчать. Джейсон выдыхает, все еще наблюдая за Мэгги, все еще пытаясь убедить себя, что это не что-то большее, но глубоко внутри, в той его части, куда не может проникнуть логика, он знает, что здесь происходит что-то еще. Повисает тишина, тяжелая и неестественная, как будто сам дом приспосабливается к этой новой реальности. Тело. Родители не разговаривают, не двигаются, они оба погружены в состояние недоверия. Но затем, как будто Вселенная не позволяет этому моменту успокоиться, Лили шевелится. Тихий всхлип, резкий вдох, начало нового плача. Джейсон напрягается, ожидая, что плач начнется снова. Эмили сжимает его руку, ее пульс учащается. Ждать. Они не спешат успокаивать ее. Они не берут ее на руки. Вместо этого они наблюдают. Мэгги, которая лежала, свернувшись калачиком рядом с кроваткой, немедленно поднимает голову. Ее уши вытягиваются вперед, а тело перемещается, когда она встает на четвереньки. Она готова, и затем, как и прежде, она что-то напевает. Тихо, проникновенно, сдержанно. Родители задерживают дыхание. Лили издает последний судорожный всхлип, ее маленькая грудка приподнимается в прерывистом вздохе. И затем она замирает. Хныканье стихает. Руки. Ее крошечное тельце расслабляется. Тишина. Джейсон резко выдыхает, почти смеясь.
Но в этом нет ничего смешного, только шок. Эмили прикрывает рот рукой, ее глаза широко раскрыты. Это реально. Они не могут этого отрицать. Мэгги не гадает. Она не делает ничего наобум. Она знает. Джейсон, все еще не оправившийся от потрясения, хватает свой телефон. Мне нужно это записать. Они устанавливают радионяню, затем устанавливают вторую камеру у кроватки. Им нужны доказательства. Подвиньте. На следующую ночь происходит то же самое. Лили шевелится. Мэгги шевелится. Воздух наполняется гулом, и плач прекращается. Немедленно. Затем происходит нечто еще более странное, чего никто из них не ожидал. Крошечная дрожащая ручка тянется к Мэгги медленно, целенаправленно. Малышка не просто тянется, она ищет. Ее крошечные пальчики касаются шерсти Мэгги сквозь прутья кроватки. С ее губ срывается тихий прерывистый вздох. Вздох чистого облегчения. Она знает. А Мэгги? Она не двигается, не вздрагивает. Она просто стоит, наблюдая, защищая. Она нежно прижимается носом к ладони Лили. С губ малышки срывается тихий вздох, как будто она знает, как будто понимает. Родители стоят, потеряв дар речи, беспомощной. Эмили, наконец, шепчет, что она не просто успокаивает ее, она защищает ее. Это не случайность, это не совпадение, это что-то совсем другое. Теперь дом кажется другим, более тихим и умиротворенным. Больше нет бешеного хождения взад-вперед, нет беспомощной усталости, нет бесконечных пронзительных воплей, от которых по их измученным телам пробегают волны разочарования и вины. Лили все еще ворочается по ночам, все еще просыпается от крошечных беспокойных движений, но она никогда не плачет долго, потому что не успевает она опомниться, как Мэгги уже рядом. Так происходит каждый раз. Мэгги поднимает голову, двигается со спокойной уверенностью, кладет лапы на кроватку и что-то мурлычет. И это всегда срабатывает. Родители отказались от попыток объяснить это. Им это и не нужно. Им не нужно научное обоснование, не нужно анализировать почему и как. Они просто знают, что их собака, эта нежная, терпеливая, заботливая мать, понимает их ребенка так, как они никогда не смогли бы. Однажды вечером Эмили наблюдает за ними из дверей детской, скрестив руки на груди, и в ее глазах светится нечто большее, чем благодарность. Мэгги снова свернулась калачиком возле кроватки, ее щенки уютно прижались к ней в тепле и безопасности. Лили крепко спит над ними, обхватив их своими крошечными пальчиками. Мех Мэгги просвечивает сквозь прутья кроватки. Джейсон подходит к ней и наблюдает за мирной сценой. «Она больше, чем просто домашнее животное», — шепчет Эмили дрожащим от волнения голосом. «Она ее опекун». Джейсон кивает. Он знает, что это правда. С той ночи Мэгги больше никогда не спит одна. Она остается у кроватки ночь за ночью, молчаливый защитник, вторая Эмили. И когда бы то ни было, когда Лили плачет, Мэгги всегда рядом, не только для того, чтобы успокоить, не только чтобы напевать, но и для того, чтобы она никогда не чувствовала себя одинокой. Некоторые связи не нуждаются в словах. Некоторые связи выходят за рамки того, что мы можем объяснить. Эта собака не просто успокоила Лили. Она понимала ее. Был ли это материнский инстинкт, невидимая сила или что-то более глубокое? Одно можно сказать наверняка, это не было простым совпадением. Но сейчас я хочу услышать от вас. Вы когда-нибудь видели, чтобы животное делало что-то подобное невероятному? Момент, который лишил вас дара речи, заставил вас поверить, что они понимают гораздо больше, чем мы думаем? Дайте нам знать в комментариях ниже.